Сегодня финансовое сердце Индии, Мумбай, а также столица Нью-Дели фактически парализованы сильнейшим за 27 лет штормом. Только за последний день в Мумбаи ветер вырвал с корнем сотни деревьев, заблокировав ключевые дороги. Метеорологи экстренно продлили наивысший уровень опасности, но пока армия и спасатели лодками вывозят людей из затопленных кварталов Газиабада, мировые аналитики бьют тревогу по совершенно другой причине. В стране зафиксирован пугающий климатический парадокс. Индия борется с наводнениями, в то время как в ней объявлено о сильной засухе. Официальные отчеты Метеорологического департамента Индии показывают, что страна недополучила более 15% сезонной влаги. Как такое возможно? Почему Индия переживает одновременно засуху и потоп? Чтобы понять, почему июльские ливни стали такой катастрофой, нам нужно отмотать время на месяц назад. Май и июнь 2026 года стали для Индии настоящим испытанием. На пике жары этого года все 50 самых горячих точек планеты находились внутри границ одной страны – Индии. В городе Шри-Ганганагар столбик термометра дополз до немыслимых 48,2 градуса Цельсия. Почва в центральных и северных регионах растрескалась, превратившись в пыль. И вот в эту иссушенную, твердую как бетон землю ударил муссон. Но пришел он не так, как приходил сотни лет. Обычно индийский муссон – это затяжные умеренные дожди, которые постепенно насыщают почву в течение 3 месяцев. Но в этом году из-за глобального потепления и фазы Эль-Ниньо муссон стал рваным. Вместо мягкого распределения влаги Индия получает то, что метеорологи называют залповыми ударами. Общий баланс осадков по стране отрицательный, но когда тучи все же приходят, они выливают месячную норму за несколько часов. Сухая, выжженная солнцем почва просто физически не способна впитать такой объем воды. Вся эта масса мгновенно превращается в бурные потоки, сметая все на своем пути. Городской транспорт оказывается парализован, а спасатели вынуждены использовать надувные лодки там, где еще вчера была сухая дорога. ये देखिए पूरा नेशनल हाईवे अहमदाबाद रोड पूरा पानी में डूबेला है नायगा भी बाफा ने Чтобы осознать весь масштаб катастрофы, давайте заглянем в эпицентр событий. То, что происходит сегодня в крупнейших городах Индии, это не просто глубокие лужи, это полный паралич систем жизнеобеспечения. Начнем с Мумбаи, финансового сердца страны. Когда экстремальный ливень совпадает по времени с океанским приливом, канализация города просто перестает работать, воде физически некуда уходить. В результате главные железнодорожные артерии, центральная и западная линии, полностью ушли под воду. Движение пригородных поездов, которые ежедневно перевозят более 7 миллионов пассажиров, остановлено. Одновременно с этим из берегов вышли городские озера Тульси и Вихар, начав затапливать прилегающие жилые кварталы и трущобы, где проживают миллионы беднейших граждан. यो है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन देख लो दिल्ली का कितना बुरा हाल है ये देखो Не легче ситуация и в столице, Нью-Дели. Здесь под удар попала новейшая дорожная инфраструктура. Современные подземные туннели и многоуровневые транспортные развязки, построенные за миллиарды рупий, превратились в смертельные ловушки. Вода поднялась настолько стремительно, что водители были вынуждены бросать свои автомобили прямо посреди дорог и спасаться вплавь. Мэрия Дели задействовала десятки насосов для откачки воды, но они не справляются с объемами. Старый жилой фонд города буквально трещит по швам, зафиксированы десятки обрушений стен, балконов и деревьев, которые погребли под собой припаркованный транспорт.
ओ भाई Но самый страшный удар стихия нанесла по горному северу, штату Химачал-Прадеш. Здесь рваный муссон вызвал сход гигантских грязевых селей и оползней. Потоки из камней и жидкой глины на огромной скорости сошли на национальные трассы, заблокировав движение и полностью отрезав от внешнего мира десятки горных деревень. В округах Сирмаур и Солон оползни смыли участки дорог в пропасть. Власти запретили частным автомобилям выезжать на горные маршруты. Спасательные операции осложняются тем, что из-за плохой видимости и непрекращающегося дождя в воздух невозможно поднять вертолеты. Но почему индийский муссон волнует не только жителей самой Индии, но и аналитиков на Уолл-стрит? Дело в том, что индийское сельское хозяйство – это фундамент мировой продовольственной безопасности. И здесь ситуация довольно серьезная. Из-за того, что июнь был аномально сухим, а июль приносит только разрушительные наводнения вместо полезного полива, фермеры отстают от графика посадки летних культур на 21% по сравнению с прошлым годом. Посевы риса, сои, кукурузы и хлопка находятся под угрозой. Министр сельского хозяйства Индии Шиврадж Сингх Чаухан уже выступил с экстренным обращением к нации, призвав фермеров срочно переходить на альтернативные, устойчивые к засухе короткоцикличные культуры, такие как проса. Если этот аграрный сезон будет сорван, мир ждет новый виток продовольственной инфляции и дефицита риса. Сегодняшние события в Индии – это напоминание о том, что климатический кризис перестал быть проблемой будущего. Он здесь, уже сегодня. Природа меняет правила игры. Теперь засуха и наводнение – это не противоположности, а две стороны одной медали, управляемой супер-Эль-Ниньо. Человечеству придется перестраивать города, менять дренажные системы и адаптировать сельское хозяйство под эту новую реальность.